Лошадь начала топтать гроб, и когда крышка сломалась, все вокруг были потрясены, услышав чей-то плач. 60-летний владелец фермы по имени Ахмед жил на своей большой ферме в окружении любящей семьи. С детства Ахмед рос в окружении животных. Его отец и мать были заядлыми любителями животных, они разводили крупный рогатый скот, лошадей и имели в своем доме множество домашних питомцев. Ахмед вырос, зная, как заслужить доверие животных. По какой-то причине животные, казалось, тяготели к Ахмеду. Из всех животных, за которыми Ахмед наблюдал, лошади, несомненно, были его любимыми. Мальчик просыпался раньше всех в доме и мчался в конюшню, где прилежно расчесывал им шерсть, роскошные гривы и кормил их. Лошади очень любили Ахмеда и возбужденно ржали, когда он приходил в конюшню. Неудивительно, что он унаследовал ферму и традиции, когда родители Ахмеда состарились и ушли из жизни. Когда Ахмеду было 48 лет, его пути пересеклись с особенной лошадью. Он продавал корм для лошадей, когда услышал, как его клиент рассказывает о том, как собирается усыпить новорожденного жеребенка. Сразу же после этих слов Ахмед попросил рассказать подробнее об этой ситуации. Покупатель сказал, что лошадь, которая родила жеребенка, была очень больна и, вероятно, передала что-то из этого своему потомству. По словам покупателя, новорожденный жеребенок был такой болезненный, а роды были настолько травматичными, что его мать умерла в течение часа. С жеребенком ничего нельзя было сделать. Он был тощим, почти ничего не видел и, скорее всего, умрет через несколько дней. Далее покупатель сказал, что необходимость обслуживать жеребенка прожигает дыру в его кармане и выгоднее его усыпить. Сердце Ахмеда сразу же сжалось от жалости к бедняжке, и он попросил показать его. Когда он посетил ферму, его сердце растаяло, когда он увидел жеребенка. Он был таким же тощим, как и говорили, и с печальным выражением в глазах. Ахмед был так расстроен из-за того, что владельцы явно не заботились об этом животном. Они даже не дали ему шанса пожить. К их большому удивлению, Ахмед попросил, чтобы они продали ему этого жеребенка. Другой владелец фермы посмотрел на Ахмеда так, словно у него внезапно выросла вторая голова. Они спросили, зачем он это сделал. «Разве вы не видите, как жалко и слабо он выглядит? С этим ничего не поделаешь, и он, скорее всего, не протянет и месяца», предупредил владелец. Ахмед был непреклонен. Ему было все равно, что думают другие. В конце концов, владелец согласился. Он все равно особо не сопротивлялся, но предупредил, что Ахмеду лучше не возвращаться и не требовать назад свои деньги, когда молодая лошадь в конце концов умрет. Ахмед согласился, и они быстро вывели молодую лошадь с фермы, которая лежала с грустным выражением на морде. Они погрузили лошадь в грузовик, и вскоре они уже ехали на ферму Ахмеда, расположенную на окраине города. Первым делом Ахмед вызвал ветеринара, чтобы тот осмотрел жеребенка. Хотя он знал, как ухаживать за такими животными, было ясно, что бедняжке понадобится медицинская помощь. Ветеринар попросил Ахмеда отвезти жеребенка в его ветеринарный центр, расположенный в нескольких милях от его фермы за городом. Ахмед был полон решимости помочь жеребенку выжить. Не имело значения, что ветеринар находился далеко. Он поехал на своем грузовичке к ветеринару, где они могли бы найти ответы на его вопросы. Осмотрев молодую лошадь и проведя несколько тестов, ветеринар глубоко вздохнул. Жеребенок, скорее всего, не доживет до взрослой жизни. На самом деле было бы каким-то чудом, если бы он прожил хотя бы несколько месяцев при должном внимании и терпении. Ахмед сказал, что готов уделять жеребенку столько внимания, сколько сможет, независимо от того, насколько короткой, по их прогнозам, будет его жизнь. Страстный владелец фермы приложил все усилия, чтобы жеребенку было комфортно, и он был счастлив. Ахмед назвал лошадь Топаз. Хотя ветеринар сказал, что только чудом Топаз проживет год или два, прошел первый год, затем второй, третий, четвертый и пятый. Всего через 5 лет Топаз потряс всех, кто знал его историю. Этот слабый, болезненный жеребенок вырос в потрясающего, величественного скакуна. Он был сильным, быстрым, энергичным и очень игривым.
Он был так привязан к Ахмеду, что помощники хозяина фермы и его семья шутили, что конь, вероятно, считал Ахмеда своим настоящим отцом. Конь повсюду следовал за Ахмедом, глядя на него с любовью в глазах. Ахмед любил шутить, что он так усердно ухаживал за Топазом, что у лошади не было другого выбора, кроме как оставаться живой и здоровой. К сожалению, через несколько лет Ахмед серьезно заболел. Он так сильно заболел, что не мог ухаживать за животными на ферме. Его жена и дети взялись за работу, а он присматривал за ними и делал то немногое, что мог. Конечно, Топаз не был похож на остальных животных на ферме. У него были умные глаза и прекрасная душа, которые мог увидеть каждый. По вечерам, когда Ахмед сидел на крыльце своего дома, Топаз тихонько подбегал к дому. Там он ложился рядом с Ахмедом и проводил с ним время. Они стали делать это по утрам и вечерам. К сожалению, у Ахмеда случился сердечный приступ, когда он был в своем саду. Хотя его семья действовала достаточно быстро, они ничего не смогли сделать, чтобы спасти Ахмеда в их маленьком городке. В соответствии с их традициями, они начали погребальный обряд и тщательно обмыли тело Ахмеда. Они завернули его в погребальную ткань и положили в деревянный гроб, чтобы отвезти к месту захоронения. Все были потрясены, когда, направляясь к кладбищу, услышали издалека ржание. Работники фермы пытались запереть Топаза в конюшне, но огромный конь был настолько силен, что вышиб дверь. Конь был быстр и неумолим, когда гнался за толпой. Ахмед был хорошим человеком, поэтому на месте захоронения присутствовало много плачущих людей. При виде большого могучего коня, несущегося к ним, все бросились в рассыпную и отошли от того места, где у могилы стоял гроб. Когда Топаз добрался до гроба, он начал агрессивно наступать на него. Хотя люди знали, что лошадь не пыталась быть зловещей и ее опечалила кончина Ахмеда, они также знали, что остановить ее было трудно. Как раз в тот момент, когда они смогли обвязать Топаза веревкой, лошадь сбросила крышку гроба. Конь перестал наступать на нее и вместо этого начал обнюхивать тело умершего хозяина. Все были ошеломлены происходящим, и через несколько секунд воцарилась тишина. Из гроба послышался плач. Ахмед вскрикнул и вскочил с того места, где он лежал. Все мгновенно закричали от страха и бросились в рассыпную. Семья Ахмеда и несколько его друзей, которые остались поблизости, в шоке смотрели, как Ахмед воскликнул, что его чуть не похоронили заживо. Несмотря на то, что они были напуганы, члены семьи и друзья Ахмеда были тронуты до слез. Они подумали, что это чудо, и что Топаз каким-то образом узнал, что его хозяин на самом деле жив. Врач-эксперт, который услышал об этом случае, сказал, что хотя история Ахмеда была невероятной, это, скорее всего, не было чудом. Вероятно, он испытывал нечто, называемое каталепсией, медицинское состояние, имитирующее смерть с потерей чувствительности, жизненных функций сознания и скованностью тела. Подобные случаи, хотя и редкие, случались и раньше. Благодаря невероятной связи, которая связывала Топаза и Ахмеда, конь обнаружил, что его хозяин все еще жив, и не дал ему быть похороненным заживо. Кто бы мог подумать, что слабый, болезненный жеребенок, которого он купил много лет назад, станет тем, кто спасет его от печального конца. Дорогие зрители, какие чувства вызвала у вас эта история о невероятных взаимоотношениях между лошадью и ее владельцем? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.